Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о куницах. Что мы знаем о них? Ну, скорее всего, что живет в лесу, где-то в Сибири. Возможно, там, где и соболь. Но это не точно. А точно то, что у нее, как у соболя, теплый мех. Вот, пожалуй, и все. Информации немного, а хотелось бы больше, поэтому здесь и сейчас мы и узнаем, где живет куница, как выглядит, чем питается, поговорим с кем куница в родстве, причем о родственниках ближнего и дальнего зарубежья. А возможно и соболь мимо пробежит. И еще много информации об этом интересном зверьке с милым названием куница. Поехали! Куньи или куницеобразные, семейство млекопитающих отряда хищных. И семейство это большое, в нем около 60 видов животных, распространенных по всему миру, за исключением Антарктиды и Австралии. Виды, объединяемые в семействе куньих, весьма сильно различаются строением тела, образом жизни и адаптивными особенностями к среде обитания. Самая маленькая в семействе – это ласка, которая является самым маленьким хищником из отряда хищных, а из крупных – барсук и росомаха. Но самым большим представителем семейства куньих считается калан. Длина тела калана достигает 1,5 метров, вес до 45 килограммов. И по числу видов и родов семейства куньих самое многочисленное в отряде хищных. В нем насчитывается 22 современных рода, и каждый заслуживает отдельного внимания. Но мы с вами сегодня остановимся на роде куниц, в котором 8 видов, и о них мы поговорим поподробнее. И начнем мы, пожалуй, с лесной куницы. Лесная куница, также известная как европейская куница, имеет широкий ареал распространения. В Европе лесная куница встречается почти во всех странах, за исключением некоторых районов Иберийского полуострова и островных частей, таких как Исландия и некоторых малых островов. И на самом деле не ограничивается одной только Европой. Ее ареал простирается на восток через Россию до Уральских гор и дальше, включая часть Северного Кавказа и места в Малой Азии. Лесная куница также встречается в некоторых регионах Ирана. Эта красавица предпочитает разнообразные лесные среды обитания, включая как хвойные, так и лиственные леса. Лесная куница исключительно лесной обитатель, причем мелких лесов этот зверек избегает. Излюбленными местами его обитания являются большие массивы смешанных лесов с перистойными деревьями, особенно старые елово-широколиственные леса островного типа, перистойные ольховые насаждения и дубравы. В них много дуплистых деревьев, необходимых кунице для отдыха и вывода потомства. Лесная куница – небольшой хищник размером с кошку, ловкий и подвижный зверь, имеет длину тела примерно до 60 сантиметров, а длина хвоста составляет до 30, вес до 2 килограммов. Шерсть у лесной куницы густая и блестящая, окрас от золотисто-коричневого до темно-коричневого. Брюшко немножко светлее, и характерной чертой является отличительная оранжевая или желтоватая бабочка на груди, форма и оттенок которой может варьироваться между особями, за что ее еще называют желтодушкой. Телосложение у куницы стройное, сильное, туловище вытянутое и гибкое, хвост длинный и пушистый, голова относительно широкая, а мордочка заостренная, ушки почти треугольной формы с закругленными вершинами, лапы коротковатые и широкие, а подошвы зимой густо покрыты шерстью, да и шубка густая и мягкая, и пушистая. Лесная куница свободно передвигается по кронам деревьев, перепрыгивая с одного дерева на другое. Лазание по деревьям она использует и при добыче корма, и для ухода в убежище. Дупло, гайно, так называют гнездышко белки, в дуплах или ветвях деревьев, а также для снижения энергозатрат на передвижение по рыхлому снегу. Однако, несмотря на способность к лазанию по деревьям, в основном ее активность проявляется на уровне подлеска, от поверхности земли до уровня поваленных деревьев, по которым она очень часто лазает, передвигаясь наземно. Это очень подвижный, энергичный, сильный и ловкий хищник. Обследовать свой обширный охотничий участок куница предпочитает, передвигаясь по земле. За ночь она может пройти 10-15 километров, прекрасно ориентируясь в угодьях и посещая именно те места, где с наибольшей вероятностью можно встретить жертву. Образ жизни куницы во многом определяется типом леса, состоянием древостоя
и кормовой базы. Охотничий участок у нее довольно большой и достигает 250 гектаров. Участки самцов и самок могут частично перекрываться. В местах с преобладанием хвойных древостоев она часто поднимается на деревья и охотится в их кронах. В редкостойных лесах куница ведет преимущественно наземный образ жизни, поднимаясь на деревья чаще всего в поисках убежища. Самка, выбирая место для дневки, может до 2-3 раз подниматься на деревья и спускаться с них, пройти около 200 метров по кронам деревьев и только после этого, облюбовав себе убежище, остановиться в нем на отдых. Самец менее разборчив в выборе убежища и обычно устраивается на дневку в первом подходящем беличьем или сорочьем гнезде. 2/3 активности лесной куницы приурочены к сумеркам и ночному времени, 3 дневным часам, так что нередко лесную куницу можно встретить и днем. Куница – молчаливый зверек. Да, может рыкнуть в момент опасности, может вскрикнуть от неожиданности, но по большей части молчит. А как потенциальный самец узнает, что где-то в округе есть милая самочка? Надо же как-то себя проявлять. Поэтому все, что накопилось внутри, куница прекрасно выдает в брачный период. Так представители куних и ищут партнера. И мурчат они в это время, и щебечут во все кунячье горло. А налюбовавшись друг другом, уходят в самую чащу, подальше от посторонних глаз. И, пожалуй, самая любопытная особенность куниц – своеобразие появления на свет потомства. Между гоном, который происходит в разгар лета, и рождением детенышей проходит почти год. А, собственно, развитие эмбриона занимает всего 28 дней. Над этой загадкой зоологи ломали головы не 1 десяток лет. Разрешили ее лишь в середине 20-го столетия. А оказывается, вскоре после оплодотворения развитие яйцеклетки как бы замирает на срок около 8 месяцев. Кончается лето, проходит осень, зима. А с началом весны эмбрионы начинают вновь интенсивно развиваться. И в конце апреля, начале мая, где-нибудь в уютном дупле у самки рождается от 4 до 6 детенышей. Первое время малыши слепые и беспомощные. Недели через 2 у них открываются глаза, но еще долго они не покидают родное убежище, а самочка таскает им добычу. Кунята растут быстро и к осени становятся самостоятельными. Родительница, расставшись с ребятишками, отправляется путешествовать. С этого времени куницы бездомны, а самцы вообще никогда не имеют своего жилища. Ночуют куницы каждый раз в новом убежище. Охотничий участок у куницы такой, что часто за одну ночь она не может обойти его, и приходится ей ночевать где придется. Набегалась, наохотилась, наелась, устала. Вот там, где куница устала, там она и будет искать себе древесное дупло или заброшенное птичье гнездо. Этому гибкому, ловкому существу доступен любой уголок леса. Легко заберется куда угодно, исследует завалы упавших стволов, да и на поверхности земли всюду заглянет. Сделает это, разумеется, не из любопытства, а ради пропитания. Охотится в основном на грызунов, а попутно на всех, с кем может справиться. Справиться же она может и с такими животными, как зайцы, тетерева и глухари. Для лесных куниц, длина которых не превышает 60 сантиметров, это добыча крупная. Зимой куница часто промышляет белку. Чтобы найти белку, ей приходится обследовать немало деревьев, обнюхать не одно дупло. Наконец, найдя гнездо, которое пахнет белкой, куница молниеносно вышибает дверь, затычку из мягкого мха и сухой травы, и врывается внутрь. Белка не успевает даже опомниться. Съев хозяйку, куница часто остается ночевать в этом же гнезде. А нет белки, с удовольствием лакомится вегетарианскими дарами леса. Орехами, ягодами черники, рябины, шиповника, не пренебрегает крупными насекомыми, лягушками, ящерицами, яйцами разных птиц, медом диких пчел. Очень, прямо до самозабвения любит куница мед. И если найдет гнездо диких пчел, то будет бродить вокруг него до тех пор, пока не съест весь мед. Все это относится и к каменной кунице, или кунице-белодушке, прозванной так за белое пятнышко на груди. Каменная куница несколько меньше лесной, светлее и населяет большую часть Евразии. Ее ареал тянется от Пиренейского полуострова и юга Финляндии до Монголии, Кашмира и Гималаев. Встречается в Крыму,
и на Кавказе. Предпочитает она безлесые, каменистые пространства, хотя встречается иногда в лесу. Питается теми же грызунами и мелкими зверушками, что и лесная, но на крупных не нападает. Зато поедает очень много растительной пищи. В отличие от лесной, каменная окуница не прочь пожить рядом с человеком. На чердаках домов, в сараях, конюшнях, кучах камней, штабелях дров, в скирдах соломы и других укромных местах. Ее часто можно встретить в населенных пунктах. Зимой и весной она питается грызунами, мелкими птицами, их яйцами, ящерицами, лягушками, насекомыми. Иногда нападает на голубей и домашнюю птицу, кур, уток и их птенцов. Летом и осенью поедает ягоды, яблоки, груши, сливы и виноград. И если каменная окуница все-таки предпочитает места потеплее, то родственник соболь – таежник, сибиряк. В настоящее время соболь встречается по всей таежной части России, от Урала до побережья Тихого океана, к северу до пределов лесной растительности. Также встречается в Японии, в Монголии, на Корейском полуострове, на северо-востоке Китая. О соболе уже был разговор, есть отдельное видео на канале, но пару слов и о нем. Очень он уж хорош. Соболек средних размеров строен и изящен. Тело вытянутое, очень гибкое, на сравнительно коротких ногах, из-за чего постоянно держится с сильно выгнутой спиной. Пушистый хвост лишь немного длиннее вытянутых задних конечностей, всегда опущен вниз. Лапы довольно широкие, особенно в зимнем меху, что связано с более наземным, чем у сестренки лесной куницы, образом жизни. Хотя забраться на дерево для него пару пустяков. И бегает быстро, передвигается прыжками. Рысью он почти не ходит. Может делать большие прыжки, хорошо лазает по деревьям и скалам, ловко пробирается среди камней бурелома. Голова клиновидной формы, заостренной мордочкой. Выглядит большой, особенно летом, когда меха поменьше. Ушки крупные, треугольной формы, с широким основанием. А шубка у соболя то, что надо. Еще бы, зимой такие морозы. Меховой покров густой, мягкий, пушистый. Зимой он очень пышный, светлее летнего. На лапах закрывает подушечки и когти. Окраска меха на туловище летом монотонная, темно-бурая. Хвост и лапы черно-бурые, горлового пятна нет. Зимой мех окрашен в целом светлее, и основной тон варьируется от песчано-желтого до буровато-черного. Голова светлее туловища, чем больше отличается от куниц. На горле нередко появляется светлое размытое пятнышко. Надо еще сказать, что соболь очень привязан к определенному месту. Конечно, случается, что и он откачевывает километров на 100-150, но это бывает лишь в крайнем случае. Обычно соболь живет оседло, постоянно обходя свой участок, площадь которого может быть огромной. Соболь хорошо лазает по деревьям, но предпочитает жить и охотиться на земле. Зимой передвигаться по снегу не очень удобно, и соболь, обходя свой участок, старается вскочить на любое возвышение, на кучу хвороста или на поваленное дерево, и хоть немного пробежать по нему. Охотоведы подсчитали, что зимой больше четверти пути соболь проходит по валежнику. Иногда он ныряет в снег и там ловит мышей, часто поднимается и на деревья. Зимой в дупле устраивает зимнее гнездо, а весной в дупле самочка рождает детенышей. Правда, может устроить гнездо и на земле, под какой-нибудь колодой или в чьей-нибудь норе. На свет появляется до 5, редко 7 соболят, которые быстро растут и к концу лета уже уходят от родителей и отправляются искать и осваивать собственные охотничьи угодья. Может быть, там на новом участке молодой соболь встретит своего родственника и в то же время заклятого врага колонка. Тогда драки не миновать. Колонок меньше соболя, но из того же семейства, а вот род у него Ласика и Хорьков. И когда встречаются два взрослых зверька, побеждает, как правило, соболь. Колонок позорно убегает с поля боя. А вот как обернется дело, если молодой соболь придет на участок взрослого колонка и захочет его прогнать, сказать трудно. Тут колонок может и не уступить. Но они просто малыши по сравнению с Харзой, самой яркой и сильной куницей в роду. Она же желтокрудая, уссурийская или непальская куница. Обитает в Приморье и Преамурье. Но в общем-то зверь этот пришлый. Харза переселилась когда-то из тропиков. Изначально основные места обитания харзы – большие Зонские острова, Китай и Индокитай. Поэтому и окраска у нее яркая, радужная, свойственная тропическим животным. Харза полностью оправдывает афоризм «Движение – это жизнь». Она
Она быстро бегает, стремительно лазает по деревьям и ловко перепрыгивает с ветки на ветку. В этом ей помогают длинные острые когти, на удивление подвижные пальцы и крупные мощные лапы в целом. Харза гораздо крупнее своих сестер, достигает 80 сантиметров в длину и 6 килограммов веса, а самая крупная лесная куница, как мы уже знаем, не потянет и 3. Поэтому главная добыча Харзы не мелкие зверушки, хотя и не пропустит она и грызунов, а копытные звери, в частности маленький безрогий олень кабарга. Харза настолько тесно связана с кабаргой, что ее численность находится в прямой зависимости от численности этого оленя. Обычно на оленя Харза охотится зимой, объединяясь для этого в специальные группки. В таких группах все точно рассчитано, будто отрепетировано. Один зверь гонится за кабаргой по земле, 2 бегут по ветвям над головой преследуемого животного, остальные за лидером. Когда лидер гоняющих кабаргу устает, его заменяет один из бегущих сзади. Главная задача – выгнать кабаргу на лед, где она не может бежать, или загнать в глубокий снег. И хищникам почти всегда это удается. Молодые кабанята и лосята, мунджаки, телята и зюбри и косуль, пятнистых оленей – все становится жертвами Харзы. Знатоки знают, что она страшный хищник дальневосточных лесов. Хотя Харза и всеядна. Если нет оленя, и лягушка подойдет. Ну а если не удалось наловить лягушатинки, желтогрудая куница притворится веганом и перекусит фруктами. А на юге Индии особняком обитает нилгирская харза или нильгирийская. Такая же красотка, как и желтогрудая уссурийская харза, только она чуть поменьше и окраска более темная. Она обитает на холмах Нилгириса и в некоторых частях западных Гат, также известный как горный массив Сахьярди. Нилгирийская куница, в отличие от своих родственников, ведет в основном дневной древесный образ жизни, но иногда спускается и на землю. Она всеядна и охотится на птиц, мелких млекопитающих и насекомых, такие как цикады, но и не откажется от фруктов. Одно плохо – это самая редкая представительница рода куниц. На земле их осталось не более 1000 особей. Еще один редкий представитель – это японский соболь или японская куница. Ранее обитал исключительно на японском архипелаге, но со временем люди перевезли зверька в Южную Корею, где на данный момент есть небольшая популяция. А так, без человеческого вмешательства, японские куницы в основном обитают в лесах на большей части материковой Японии. И по габаритам, да что уж там, по повадкам, образу жизни, очень похожи на соболей. Только цвет у японцев более светлый. Но на этом род куниц не ограничивается. Помимо японцев, есть куницы-американки. Вид так и называется – американская куница. Американская куница широко распространена на североамериканском континенте. С севера на юг ее ареал простирается от северной границы лесов арктической Аляски и Канады до северной части Нью-Мексико. С востока на запад ее распространение простирается от Ньюфаундленда на юг и запад до Калифорнии. В Канаде и на Аляске американская куница расселена широко и непрерывно. В западной части Соединенных Штатах расселение ограничивается отдельными регионами, приуроченными к горным цепям, на территории которых сложилась подходящая среда обитания, и предпочитает обитать в хвойных или смешанных лесах. Американская куница имеет сходство с другими видами куниц, которая выражена в удлиненном стройном теле, а также в густом сверкающем мехе коричневого окраса. Основной окрас шерстяного покрова может быть светло-коричневым или темно-рыжим, нижняя часть шеи желтоватого тона, а лапы и хвост отличаются более темной расцветкой. Уши небольшие, с закруглением на концах. Лапы животного вооружены острыми, наполовину втяжного типа когтями, при этом они неровные, что позволяет зверьку прекрасно себя чувствовать в кронах деревьев. Лапы имеют по 5 пальцев, при этом они сравнительно широкие, что позволяет животному легко перемещаться по любому снежному покрову. Если сравнить строение тела, то американская куница имеет некоторое сходство с соболем. Самцы, как правило, крупнее по сравнению с самочками. Так как американские куницы предпочитают вести уединенный способ жизни, то охотятся они в одиночку. Они с легкостью перемещаются в кронах деревьев, настигая свою потенциальную добычу. Охотничий инстинкт у этих зверьков
видов развит прекрасно, а легкость перемещения делает их прекрасными охотниками. Как правило, они остаются незамеченными для многих небольших животных, которые заняты поиском пропитания на поверхности Земли. Родственником по материку является вид тихоокеанской куницы. Она встречается по всей западной части Северной Америки. Ранее этот вид относили к подвиду американской куницы, но несколько исследований, проведенных в 2012 году с использованием молекулярной генетики, показали, что тихоокеанская куница представляет собой отдельный от нее вид, и с тех пор он был признан таковым учеными. Эти два вида также имеют некоторые морфологические различия. Так, тихоокеанская куница имеет более широкую форму черепа, и тихоокеанская куница напоминает уменьшенную версию своей двоюродной сестренки, весом до 1,5 килограммов. Самцы крупнее самочек, причем значительно, а по окрасу они одинаковы. Мех густой, можно сказать, как плюшевый. Варьируется от светло до темно-коричневого, причем лапы и хвост темнее, а голова и грудь обычно светлее. Молодежь, как правило, имеет бледную окраску груди, которая по мере взросления становится ярко-оранжевой. Поскольку лишь недавно она стала отдельным видом, полная протяженность ареала тихоокеанской куницы до конца еще не изучена. На данный момент есть информация о том, что популяции существуют в отдельных лесах Вашингтона и Британской Колумбии. Ареал тихоокеанской куницы простирается на юг до гор Калифорнии и на восток до Южной Дакоты. Сосновые и еловые леса северных скалистых гор содержат фрагментированные популяции, но наиболее близкая среда обитания существует в пределах каскадных гор и тропических лесов вдоль северо-западного побережья Тихого океана. Как и многие куньи и тихоокеанские куницы на протяжении всей жизни в основном живут поодиночке, собираясь вместе для размножения только раз в год. Большинство пометов, рожденных в дупле дерева или камня, состоят из 3-4 детенышей, но их количество варьируется в зависимости от доступной пищи для матери во время беременности. А самый крупный из рода куниц на американском континенте до недавнего времени был илька или пекан. Американцы называют его фишер, а по-нашему куница-рыболов. Хотя рыбу он не ловит. И это произошло как в испорченном телефоне. Предположительно произошло от французского слова фичет – хорек, а илька от немецкого с таким же названием. И илька звучит очень забавно, хотя зверек серьезный и габаритистый для куньих. Длина с хвостом до 120 сантиметров, масса до 5 килограммов, общая окраска темно-бурая, лапы и хвост более темные, мех на голове с серебристым отливом, шерсть густая, длинная, но грубая, в отличие от остальных куниц. Обитает в лесах Северной Америки, от гор Сьерра-Невада в Калифорнии до Апалачей в Западной Виргинии. Предпочитает держаться хвойных лесов с обилием дуплистых деревьев. Типичные деревья, на которых селится илька, включают ель, пихту, тую и некоторые лиственные деревья. Зимой часто селятся в норах, иногда роя их в снегу. Ильки проворно лазают по деревьям, но передвигаются обычно по земле, активны круглосуточно и ведут одиночный образ жизни. Илька хищник, и излюбленной его добычей являются древесные дикобразы, а также мыши, белки, зайцы-беляки, птицы и землеройки. Поедают ягоды и плоды, и очень он охоч до яблок. Жил бы так и жил Илька в американских лесах, в роду куниц. Но ученым он то ли перешел дорогу, то ли наоборот приглянулся, и они занялись им всерьез. В начале 21 века над ним провели молекулярно-генетические исследования и предположили, что этот вид эволюционно обособлен от настоящих куниц, и поэтому теперь у него свой собственный род – пеканы, в котором пока только один вид – это илька. Илька ушел, тихоокеанская куница пришла, а по сути, как в математике, от перемены мест слагаемых сумма не изменилась. Как было в роду 8 видов, так и осталось. И на кунячий аппетит это сильно не повлияло. Повлияло другое. Издавна человеку нравилась теплая шубка куниц. Свою-то он или одолжил, или потерял. Вот и начал он забирать ее у зверьков. И долгое время это не сказывалось на количестве. Но с началом 20 века популяции всех видов резко сократились.
мех стал предметом роскоши, и охотничье давление уже ради выгоды привело к исчезновению видов. В результате интенсивной охоты куницы во многих областях стали редкими животными, и только благодаря обширному ареалу в целом не считаются состоящими под угрозой исчезновения. Промышленная деятельность, экспансия сельского хозяйства и инфраструктурные проекты привели к разрушению и сокращению естественной среды обитания куниц. Утрата мест для обитания и размножения ограничивает их численность и приводит к исчезновению отдельных популяций. Вообще, история истребления куних, как и история взаимоотношения человека с дикой природой, является сложным и многогранным вопросом. В некоторых регионах куницы рассматриваются как вредители сельского хозяйства, особенно когда они нападают на домашнюю птицу или других домашних животных. Это приводило к принятию мер для их истребления, таких как отстрел, отравление и использование ловушек. Хотя человек мало задумывается о значимости куниц в природе, и дальше шубы и соболя мозг отказывается думать. На самом деле, в первую очередь, куницы играют важную роль в экосистеме, контролируя численность грызунов, и уменьшение популяции куниц может привести к резкому увеличению численности крыс и мышей, что в свою очередь может привести к разрушению растительности и другим негативным последствиям для экосистемы. Куницы влияют на баланс, участвуют в пищевых цепочках и взаимоотношениях с другими живыми организмами. Их присутствие способствует разнообразию видов и поддерживает здоровье окружающей среды. И в целом куницы играют важную и полезную роль в природе, и их сохранение и защита важны для поддержания баланса и здоровья окружающей среды. И важно помнить, что сохранение куниц – это задача, которая требует постоянного внимания и усилий всех заинтересованных сторон. И только совместными усилиями можно обеспечить будущее этих милых хищников и сохранить их от вымирания на нашей планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.